Привет, друзья! Сегодня Германия снова удивляет чередой событий, которые меняют экономику и политику и повседневную жизнь. Китайские платформы Temu и Shein стремительно завоевывают рынок и вытесняют немецких конкурентов. Параллельно Bosch и Lufthansa объявляют о тысячах сокращений, но эксперты говорят, настоящая угроза в другом. Новые рабочие места почти не появляются. Deutsche Bahn обсуждает сокращение поездов и повышение цен для жителей Германии. Это уже вызывает протесты. А в Оснабрюке судно врезается в мост, парализуя движение. Крупнейший немецкий концерн Continental готовится отказаться от автоподразделений и превратиться почти исключительно в производителя шин. И все это происходит на фоне прогнозов о грядущих волнах увольнений сразу в 5 ключевых отраслях. Сегодня будет интересно разобраться, как эти новости связаны между собой и что они означают для будущего Германии. Оставайтесь до конца и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить последние новости Европы и Германии. Итак, в Германии платформа Temu увеличила свой объем валовой торговли почти в 4 раза, достигнув около 3,4 миллиарда евро. Она поднялась с 11 на 5 место среди онлайн-маркетплейсов страны. Исследователи из отраслевой группы отмечают, привлекают покупателей не только низкая цена, но и огромный выбор товаров и игровые элементы в интерфейсе приложения. Темпы роста Temu рекордные. В 2024 году объем продаж в Германии вырос на 285% по сравнению с предыдущим годом. Но успех вызывает и тревогу. Немецкие торговые представители предупреждают, такая модель агрессивного роста через дешевые товары может угрожать местному бизнесу. Аналогичное опасение высказывает и президент торговой ассоциации Германии Александр фон Прин. Без регулирующих мер многие компании могут не выдержать конкуренции. Кроме того, Temu уже находится под наблюдением через процедуру, инициированную Европейской комиссией из-за подозрения в нарушении стандартов и правил торговли. Тем временем Shein, это другая китайская платформа, также усиливает позиции на немецком онлайн-рынке, что усиливает конкуренцию в сегменте дешевых потребительского товара. И это только начало. За последние недели немецкие компании Bosch и Lufthansa объявили о масштабных сокращениях персонала. Тысячи рабочих мест исчезнут, но аналитики предупреждают, это не главное. Согласно отчетам, кризис на рынке труда Германии не вызван лишь этими увольнениями. Проблема намного глубже. Компании почти не создают новые вакансии. Федеральное агентство по труду зафиксировало исторически низкую вероятность того, что люди, потерявшие работу, найдут новую. Риск потерять работу сейчас ниже, чем во времена пандемии, но шанс устроиться вновь минимален. По данным агентства, шанс выйти из безработицы составляет, внимание, лишь 5,6%, тогда как до кризисных лет он превышал 7%. Экономисты отмечают, что те нынешние увольнения просто заслоняют истинную проблему, стагнацию, которая лишает рынок труда динамики. Новых фирм создается все меньше, старые компании реорганизуют свой бизнес, но не расширяют штат. Намного чаще остается в тени то, что многие предприятия предпочитают сохранять статус-кво, а создание новых рабочих мест становится редкостью. Именно эта скрытая стагнация определяет состояние рынка труда Германии сегодня. А теперь внимание, дальше еще острее. Пассажиры выступают против планов Deutsche Bahn по сокращению числа поездов дальнего следования и повышению цен. Критики отмечают, уменьшение предложений и рост тарифов не оправданы. Многие маршруты станут менее доступны для крупных и средних городов. Политики и общественные деятели уже заявляют, что у людей просто не будет понимания таких изменений. Ранее председатель профсоюза Мартин Бургер подчеркнул, что Deutsche Bahn терпит убытки из-за высоких сборов за пользование железнодорожной сетью. Deutsche Bahn отрицает планы кардинального урезания, называя предстоящие корректировки адаптацией под спрос. Вместе с тем руководство признает, будет движение к умеренной оптимизации расписания. Во многих землях уже выражают свое недовольство. Министерство транспорта обещает вмешаться, если изменения будут угрожать связности региона. Следующая тема вызывает удивление. В немецком городе Оснабрюк произошло происшествие на судоходном канале. Речное судно врезалось в мост. Сильнее всего пострадала рубка капитана, расположенная в верхней части судна. Стекла оказались выбитыми, а конструкции повреждены. Сам капитан получил легкие травмы, но смог самостоятельно покинуть судно и был осмотрен медиками.
Под мостом проходит водопроводная труба, она также получила повреждения. Сейчас специалисты проверяют, насколько серьезно пострадала конструкция. Движение по мосту временно перекрыто, что вызывает затруднения для транспорта в районе порта. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что судно шло с недостаточной загрузкой. Из-за этого оно поднялось выше над водой и не смогло безопасно пройти под мостом. Городские службы уже начали оценку ущерба и готовят план ремонта. В ближайшие дни движения на этом участке будут оставаться ограничены. Но это еще не главный поворот событий. Генеральный директор компании Continental Николай Зетце объявил о решительном преобразовании корпорации. Автомобильное подразделение планируется продать или выделить, а сама компания станет почти полностью производителем шин. Continental уже выделил свое подразделение по автокомпонентам в новую фирму, которая вышла на биржу. Сейчас готовится продажа подразделения, отвечающего за шланги, уплотнители и техническую резину. Сделка, по словам Зетцера, будет завершена в первом квартале 2026 года. Также, по мнению Зетцера, направление, связанное с шинами, особенно сегмент замены, остается стабильным, прибыльным и менее зависимым от автомобильной индустрии. Даже если спрос на автомобили падает, люди все равно ездят и меняют шины. При этом Continental наращивает локальное производство в Соединенных Штатах Америки. Компания уже имеет 3 завода шин с более чем 8 тысячами сотрудников. Зетцер подчеркнул, что часть производства будет оставаться на экспорт, но многие будут производиться там, где находятся рынки, во избежание пошлин и логистических рисков. Остается открытым вопрос, сможет ли сконцентрированная на шинах Continental сохранить свое место в индексе DAX. Зетцер выразил надежду, что успешное развитие сегмента позволит оставаться в верхней группе немецких биржевых компаний. И тут самое интересное, смотрите внимательно. С приближением 35-й годовщины объединения Германии партия Союз Сары Вагенкнехт выступила с программой. Сара Вагенкнехт требует, чтобы федеральное правительство, внимание, выделило 100 миллиардов евро на инфраструктуру и развитие западных земель. По замыслу Союза Сары Вагенкнехт эти деньги должны быть вложены в дороги, мосты, железные дороги и цифровую инфраструктуру, особенно в регионах, которые, по мнению партии, многократно пренебрегались за последние десятилетия. Вагенкнехт задает вопросы, цитата, «А что с Гезелькирхеном, Мангеймом?» Напоминаю, что не только восточные земли испытывают отставание. Союз Сары Вагенкнехт предлагает участвовать в этом плане регионам и землям, а также поручить федеральному правительству канцлера Фридриха Мерца списание долгов муниципалитетам при помощи новых кредитов. Кроме инфраструктурных вложений, программа включает требования по повышению пенсий, снижению расходов на вооружение, снижению цен, кстати, на энергию и введение минимальной заработной платы в 15 евро. Партия также выступает за снижение взносов на общественное вещание для людей со средним и низким доходом до 10 евро в месяц, компенсируя это увеличение взносом для верхнего десятка населения. А вот следующая новость удивила даже экспертов. В Германии эксперты предупреждают о грядущих волнах увольнения, как я сказал, особенно рискуют 5 отраслей экономики. Первой под удар попадает автомобильная промышленность и ее поставщики, переход на электромобили, отказ от двигателей внутреннего сгорания и автоматизация делают многие традиционные рабочие места уязвимыми. Второй отраслью под давлением окажется машиностроение и промышленное оборудование. Использование роботов, самоконтролирующиеся системы и цифровые платформы уменьшают потребности в операторах и обслуживающем персонале. Также под угрозой стоят энергетика, сети и инфраструктура. Реформы, переход на умные сети и возобновляемые источники требуют меньше сотрудников по обслуживанию старых технологий. Четвертая область – телекоммуникации и инфраструктура связи. Автоматизация сетей и операций, удаленный мониторинг и программно определяемые сети позволяют работать с меньшим числом людей. И, наконец, внимание, банковский и страховой сектор, финансовые услуги. Алгоритмы и искусственный интеллект начинают выполнять задачи анализа риска, кредитов и обработки данных, что может сократить штат сотрудников в бэк-офисе. Эксперты призывают власти и бизнес заранее готовиться, инвестиции в переподготовку кадров, гибкость рабочих мест и формирование навыков нового времени. Это возможный способ смягчить удар. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.